Я снова рада приветствовать вас на своем канале. Подготовка к Новому году в самом разгаре. Мне кажется, что ожидание Нового года дарит больше эмоций, чем сам праздник. Это совершенно особенное время. Ведь подготовка к празднику, поиск подарков, украшения дома, попытки спрятать подарки подальше от детских глаз и написание писем Деду Морозу – все это греет душу и наполняет сердце радостью. И сейчас самое время загадывать заветные желания и верить в чудеса. А вы знали, что 4 декабря отмечается день написания писем Деду Морозу и заказа подарков? В этот день начинают работать новогодние почтамты, где все желающие могут отправить письма доброму волшебнику. Каждый год в начале декабря мы пишем письма Деду Морозу. Я тоже пишу письмо Деду Морозу, так как никогда не поздно верить в чудеса. Тем более, что под Новый год мы все немножко становимся детьми. А для детей написание письма – это целое волшебное таинство, которое дает ребенку возможность почувствовать себя частью сказочного мира, а также развивает творческие способности. Психологи утверждают, что трудно переоценить положительный эффект от написания письма Деду Морозу. А родители, благодаря такому письму, узнают, какой именно заветный подарок мечтает получить их ребенок. Лучше всего отправлять письма в первой половине декабря. Тогда оно точно успеет дойти до адресата, и вы получите ответ от Деда Мороза до Нового года. Главное точно указать обратный адрес. Дед Мороз получает несколько миллионов писем ежегодно от детей и их родителей. Когда письма написаны, отправляемся в усадьбу Деда Мороза. До Великого Устюга далеко, но в Москве есть своя резиденция доброго волшебника. В усадьбе есть терем Деда Мороза, терем Снегурочки и терем творчества, а также есть интересный терем волшебства в виде огромного почтового ящика. Есть несколько новогодних почтовых ящиков для писем. В теремах проходят различные мастер-классы, экскурсии и квесты, где можно познакомиться с Дедом Морозом, Снегурочкой и их помощниками.
Я думаю, что каждому ребенку, который написал письмо Деду Морозу, будет приятно и волнительно получить ответ от зимнего волшебника. Такие готовые письма от Деда Мороза продаются во многих магазинах. Я покажу, как я делала такое письмо самостоятельно. В таком письме можно поблагодарить ребенка за отличное поведение, хорошие оценки и другие успехи. Мне понадобится штемпельная подушка, штамп для сургучной печати, ложка для сургуча, такие вот штампы, и сам сургуч. Из крафтовой бумаги вырезаю шаблон конверта. Складываю конверт и склеиваю по бокам. Теперь приступаю к декорированию конверта. Вырезаю картинку в винтажном стиле и украшаю хлопковым кружевом. Из таких мини-открыток сделаю почтовые марки. Декорирую письмо с помощью штампов.
Теперь укажу отправителя и получателя. Кладу письмо в конверт и запечатываю сургучом. Вот такое письмо от Деда Мороза у меня получилось. Желаю вам побольше чудес, пишите письма Деду Морозу, и пусть все ваши пожелания сбудутся.